Противоударный защищенный смартфон с защитой класса IP68, IP69K и MIL-STD 810G. Также он оснащен экраном на 6,58 дюйма с частотой обновления в 120 Гц, не то что iPhone 15, сенсором ночного видения NFC-модулем, широкоугольным основным сенсором на 64 мегапикселя, обширным функционалом, полноценным слотом с возможностью расширить внутреннюю память, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смартфону Ulefone Power Armor 22. Но как же на самом деле дела у него обстоят со всеми этими характеристиками? И как он работает, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется этот смартфон в стандартной ярко-желтой упаковке. Пакинг неплохой. Я приобрел комплект поставки с дополнительными устройствами, и в него входит сам защищенный смарт, защитное стекло, несмотря на то, что в стоке наклеена защитная пленка, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты и карту памяти. Далее есть краткое руководство, гарантийный талон, ремешок, кабель с Type-C на Type-C, блок питания на 33 Вт. Габариты смартфона следующие: 176 на 85 на 17 мм, а вес 332 грамма. Не полукилограммовый, как мы недавно тестировали, но тоже ничего. Далее в комплекте есть крепление для телефона на руль. По качеству, к слову, оно неплохое, а также есть пластиковый бампер, к которому можно прикрепить карабин. В целом все стандартно для данного производителя. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого разыгрывается еще смартфон Honor Magic 5 Ultimate. Условия в ролике по ссылке в описании. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к защищенному смартфону. Полетели. Приобрести данную модель можно только в черной расцветке и в черной расцветке с зелеными вставками. Дизайн устройства стандартный для смартфонов с повышенной прочностью. Большая часть смартфона выполнена из прорезиненного материала, также есть металлические вставки и пластмассовые. В руке смарт лежит довольно удобно, но он громадный и довольно увесистый, хоть и тонкий. Сборка отличная, все разъемы находятся под надежными прорезиненными заглушками. На корпусе расположили кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, стандартно программируемую клавишу, на которую можно повесить любое действие из предоставленных в настройках. Далее есть разъем для зарядки Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, мини-джек на 3,5 мм, один основной динамик и один разговорный. Звук моно, динамик громкий, но качество звука оставляет желать лучшего. Предустановок на борту нет, как и кастомного эквалайзера для динамика. Вибромотор топорный, и я бы не сказал, что он мощный. Хотелось бы здесь что-то серьезнее. Ко всему настроить силу вибрации еще и нельзя. С фронтальной части рядом с разговорным динамиком находится индикатор уведомлений, плюс есть еще и капорт. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,58 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей Full HD+. Соотношение сторон 20 к 9, рамки, как и подбородок, громадные, вырез под фронталку каплевидный. Плотность пикселей 401 ppi, при прямом попадании света на экран яркости не хватает, и пользоваться смартфоном в солнечный день довольно затруднительно. Автояркость работает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц, на выбор также есть 90, 60 Гц и автоматический режим. Мультитач на борту, экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат. На борту много различных вспомогательных функций, настроек и тому подобного. Режим работы в перчатках и режим подводной съемки также имеется. Радио работает даже без наушников, за что плюс. В меню можно найти приложения с инструментами, к примеру, компас, фонарик, транспортир, шагомер, датчик уровня шума и не только. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, распознавание лица срабатывает даже под небольшим углом. Завести отпечаток одного и того же пальца можно, за что от меня минус. В общей сумме можно завести до 5 пальцев. Или 5 раз один и тот же. Биометрические данные можно завести до одного лица. Летим дальше. Процессор здесь MediaTek Helio G96 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2 ГГц, графический процессор ARM Mali G57MC2, интерфейс Android 13, русский язык на борту. Система работает довольно быстро, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.1 на 128 и 256 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, поддержка 5G сетей отсутствует, а для 4G есть Band 7 и 20. Связь смартфон ловит отлично, проблем с датчиком приближения у меня не было. Для звонков есть функция VoLTE HD, Bluetooth версии 5.2 и NFC модуль в наличии, можно установить МРП и оплачивать покупки NFC модулем. Из навигации
навигации на борту GPS, GLONASS, BeiDou и Galileo. GPS-точность в городских условиях достигает 1-2 метров. Но помним, что куалкомовские процессоры все-таки для позиционирования лучше, по общему и моему мнению. Емкость аккумулятора скромная, так как для подобного типа устройства 6600 мАч это мало. В PC-марке устройство выдало 9 часов 12 минут, и это прилично. Тест я проводил на 100% яркости, но с автоматическим режимом выбора частоты обновления экрана. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, беспроводной зарядки нет. Полный цикл зарядки занимает в среднем 1 час 30 минут. По автономности поедает за 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi 10%. За час игры в PUBG улетает 22%. Играть не сказал бы, что комфортно, так как сенсорный отклик вовсе не радует. Производительности хватает только на легкие игры, к примеру, в Genshin Impact играть невозможно. В PUBG на минималках. Перейдем же к тестам. Тротлинг тест проходит плохо. 194 гипса максимум, 154 гипса в среднем и 144 гипса минимально на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 585, в мультикоре 1472, 3D Mark показал Slingshot Extreme 1605, Slingshot 2422, Wildlife Stress Test 1155, Wildlife 1152, Wildlife Extreme Stress Test 327 и Wildlife Extreme 327. Вантуту выдал результат в 369 тысяч попугаев, Storage Test показал 29 тысяч. Летим дальше. Ulefone Power Armor 22 имеет степень защиты IP68, IP69K и MIL STD 810H. Изначально, разумеется, я потопил его в воде, что неудивительно, вода никак на него не повлияла, под заглушки вода не попала. Ударопрочность я решил проверить, бросая стандартно его с высоты около метра. Я почти все смарты защищенные так тестирую. Разумеется, на твердую поверхность. И данный тест он прошел хорошо, так как экран не пострадал, как и блок камер. Появились только не особо глубокие царапины на корпусе. Песок я его также бросал, после чего еще раз промыл водой, но и песок ему, разумеется, никак не навредил. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров, LED-вспышки, а также датчиков для ночного видения. Широкоугольный сенсор Sony IMX686 на 64 мегапикселя с углом обзора в 79,8 градуса, апертурой 1,89 и сенсор ночного видения OV64B на 64 мегапикселя с углом обзора в 79,8 градуса с апертурой f1.79. Цифры красивые, сенсоры не в Красную Армию. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 2К 30 FPS, максимальное разрешение для съемки видео 6912 на 9216 пикселей. Фронтальный сенсор OV8856 на 8 мегапикселей с углом обзора 77,8 градуса, апертурой 2.0. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. В стоке есть различные вспомогательные функции, режимы, фильтры, к примеру, ночная съемка, GIF-анимация, портрет, Pro режим, панорама, замедленная съемка, пленка и так далее. Качество фотосъемки лично меня порадовало, оно достойное. Сенсор ночного видения также показал себя хорошо. Видеосъемка с основного сенсора не мрачная, но только если снимать стоя. В движении картинка просто плывет. Плюс стабилизация нулевая. Короткие примеры вы сейчас увидели. Минусы: экрану не хватает яркости, нет стереозвука, маленькая автономность и емкость аккумулятора для защищенного смарта. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Всем огромное спасибо за просмотр, если еще и колокольчик поставили, двойное спасибо. Резюмирую, Ulefone Power Armor 22 не самый лучший смарт из защищенных с повышенной прочностью от компании Ulefone, что я тестировал, да и цена у него на данный момент не маленькая. От меня, учитывая его стоимость сегодня, девайсу нет. На распродажах, смотря насколько они скинут ценник, решать, как говорится, вам. Еще раз огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.